Сколько партнеров для девушки это нормально? Вы по пальцам прям считаете? Не, ну 100, мне кажется, хотя 100. Может быть, я завидую тем, у кого есть 100. Вот я сейчас искренне. Да нет понятия нормально, ненормально. Кому-то нормально 10, кому-то кто-то одного не вывозит, а кому-то 100 мало. Вот искренне восхищаюсь. Где я их столько таких нашла, которых хотела? Да, я вообще не завидую той, у которой есть 100. Ну, хотя у нас вот почему-то вот в обществе так сложилось, что почему-то вот у женщины, девушки 100 партнеров это полный ужас, а типа у мужчины, значит, он крутой самец. Ну, вроде бы с логической точки зрения это, конечно, не особо так. По-хорошему, ну, если мы говорим за семью какую-то там и так далее, по-хорошему оба должны быть более-менее чистенькие, скажем так, с минимальным количеством партнеров, а не так, что у одного 100, и он типа считается самец, а у другой там, блин, если уже 6, условно говоря, то все, она полная Ш и Б. Ну, короче, а так каждый решает сам. А так, да, такой себе вопрос, конечно. Я спросил в Трендс, на что девушки смотрят, когда парень с ним подходит знакомиться. И знаете, что я узнал? Никто не подходит знакомиться. Вообще, очень мало парней на улице подходят знакомиться с девушками. Парни, давайте это исправлять. Я был в шоке, когда это узнал. Не-не-не, извини, но нет. Мы не будем это исправлять, потому что они за что боролись, на то и напоролись. Кричали со всех углов и до сих пор кричат «Война полов», что мы такие плохие мужчины. И все, добились того, что к ним поохладели и перестали, ну как, подходят, конечно, как он сам говорит, но очень малое количество мужчин подходят на улице знакомятся. И, ну и вот, пускай идут, как говорится, в одно место. Ну а как вам такой пи***? Я захожу в Инстаграм, листаю ленту, вижу малую, просто, ну туз, ну именно такой, как я люблю. Сисюньки, ну все именно вот как мне нравится. Я думаю, ну чисто на отбитых напишу, что ты как ты. Пишу, смотрю, печатает. Она мне: привет, маленький. Я думаю, о, фартануло. Я говорю: малая, так а что, ты, может, кофе, чай, капучино по мороженому, я не знаю, просекко там или еще что-то. Она говорит: да вообще не вопрос, 2 часа на сборы и я готова. Я думаю, базара нет. Нарядился, надухарился, одел туфела вот эти плетенку с острым носком. Брюки такие, знаете, такие наглаженные, вот тут стрелка. И все, я ж такой именно бах, белая рубашечка, вот тут, короче, именно крахмальчиком. Ну и что вы думаете, приезжаю я на эту встречу, сижу, жду ее в машине и смотрю в зеркало заднего вида в правую сторону и покуриваю тот айкос. Смотрю, идет тумбочка, килограмм 150-170 и платье в горошек. Я не могу вдуплить, думаю, что за, сука, с коровника какого-то сбежала малая. Она идет, я вижу, она вот так вот тянется за ручку открывать дверь. Я вот так вот, газ в пол, как дал именно просто в точку. Она мне начинает, говорит: куда ты уехал? Я говорю: ты шо, говорю, лошадь, ты шо? Говорю: вы со своим фейсапом, не весели программу, ты ж понимаешь, что, сука, где я, где ты. Пришел к тебе, блядь, как к самке богомола, чтобы ты меня сожрала. Говорю: все, давай, говорю, до побачення. Я вообще сварился. Девушки, хватит пользоваться этим фейсапом. Воспринимайте себя такими, какие вы есть. Любите себя такими. Будьте мужиков своей внешностью. Не веселите программу. Да, я представляю эту ситуацию. У меня лично в жизни никогда не было такого. Напишите в комментариях, у кого такая же подобная ситуация была, что на фотке она одна, а в реале приходит совсем другая. Ну, прям вот видно, что прифотошопилось что-то там, какой-то, либо вообще чуть ли не другая фотка. Ну, обман, то есть, получается, полный обман. И, конечно, это я представляю, если бы я тоже так приехал бы на встречу, а ко мне выходит совсем другая. Не то, что я ожидал. Да, вот как вариант, какая-нибудь бочка выходит в горошек. А мне бочки в горошек не нравятся. Ну, что я поделаю, если у меня такой вкус? Я такой родился. Я знаю, что есть мужчинам, почему-то, как правило, худым очень нравится есть бочки. Я не знаю почему. Ну, по крайней мере, со стороны я такое видел.
Может, это не всегда так. А так на вкус и цвет, как говорится, каждому свое нравится. Ну, в общем. А так, да, действительно, не надо ничего скрывать. А особенно сейчас, вот эти вот эра искусственного интеллекта, всех этих фотомасок, всего остального, можно, конечно, да, навыдумывать фигни. Но не надо так делать, конечно. Девочки, а вы замечали, что рядом с хорошим, теплым, стабильным мужчиной вам становится скучно? Он не пропадает, не заставляет вас гадать, что у него там в голове, не качает на эмоциональных качелях. И вроде бы вот, именно о таком мужчине-то я и мечтала. Но проходит время, и появляется такое странное чувство, как будто бы чего-то не хватает. Не хватает остроты ощущений, очень привычного напряжения. Зато стоит появиться какому-нибудь тюбику, который то рядом, то исчез, за которым надо побегать, и вот тут вас как накрывает. Вот в такие моменты сердце колотится, мысли только о нем, вся жизнь вокруг него закрутилась. А дело-то знаете в чем? Да в том, что мы тянемся-то не туда, где нам хорошо, а туда, где нам знакомо. И если в детстве любовь приходилось заслуживать, быть удобной, угадывать настроение родителя, выпрыгивать из штанов, чтобы тебя заметили, то наша психика именно это и запомнила как любовь. И теперь, когда встречается мужчина, который дает свое тепло вот сразу, просто так, без этой борьбы, то внутри появляется такое ощущение, не, что-то не то, это как-то слишком спокойно и непонятно. А вот когда надо добиваться и ждать крошек внимания, вот это да, вот это похоже на любовь, к которой мы привыкли с самого начала. Может быть, конечно, в ее случае, как она рассказывает, это и так, но как я вижу эту ситуацию логически, это эмоциональные вот эти все качели, вот эти вот подобные движения, это просто вот вообще вся суть женского пола. Не всех поголовно, конечно же, но по большей части они любят вот эти вот качели, просто вот эти вот эмоции, взрыв, это вот то дофамина, то кортизола, то еще чего-нибудь, то окситоцина, и они любят вот эти вот взрывы. Да, есть некоторые мужчины, я знаю, которые как женщины и девушки, на них кличат типа истерички, которые тоже довольно могут быть эмоциональными, и качели эти тоже им могут как-то нравиться. Такие, как говорят, энергетические вампиры, или как они там, вот эти вот эмоциональные, которые любят человека специально довести, чтобы он разозлился или что-то еще, и человек другой от этого кайфует. Ну, я думаю, вы встречали такое в жизни. Мне такое благо не встречалось, но я думаю, соскочил бы я с такого человека быстро бы. По крайней мере, в отношениях бы долго бы не смог быть. Максимум такой человек мог быть, это если у меня есть какие-то с ним дела. Какой-то как в качестве знакомого, что-то такое, даже другом такой не станет. Ну и вот, да, как я говорю, для них, мне кажется, вот это вот эмоциональная для некоторых составляющая. И вот почему, что она такая вот какая-то суетная, эмоциональная, и она видит, вроде бы все как хотела, а вроде бы все спокойно, и все, ее психика начинает противодействовать, что вот надо, потому что они сами по себе такие вот с рождения эмоциональные. Ну, опять же говорю, это я так вижу. С возрастом я начинаю понимать, каким я вижу мужчину рядом с собой. Во-первых, настойчивым. Не навязчивым, а настойчивым. Это очень важно, это две разные вещи. Во-вторых, мне очень важно, чтобы он любил порядок, не был фанатиком чистоты, но поддерживал ее дома, в своих вещах и в своей голове. С наряхой я просто не уживусь. Еще мне очень важно, чтобы мужчина был выше меня ростом. Мой рост 1,65 м, и желательно, чтобы был спортивный, потому что худые парни, мужчины не внушают мне чувство безопасности и защищенности, а для меня это очень важно. Сразу уточню, бодибилдеры не в моем вкусе. Мне нравится просто обычное спортивное телосложение, без каких-либо крайностей. Еще я заметила одну такую закономерность. Я не знаю, как так происходит и почему, но я очень быстро теряю интерес к мужчинам, которые не занимаются спортом. Не знаю, как это работает, правда, но почти всегда так происходит. Для меня очень важно, чтобы спорт был частью нашей жизни, чтобы мы совместно ходили на тренировки, поддерживали друг друга, мотивировали. Мне кажется, когда у пары есть такие общие цели и привычки, отношения становятся гораздо крепче. И да, блондины тоже не в моем вкусе. Когда мужчина картавит, это тоже не мой типаж. Вот такие вот у меня предпочтения, и все они появились не на пустом месте, а благодаря моему собственному опыту. Благодаря собственному опыту? Окей, вопросов нет. Удачи тебе найти такого подобного. Ну так, если без всякого негатива разобраться, ну да. Каждой твари по паре найдет такого, который будет тоже на спорте, как и она. Ну, как она говорит, в пределах разумного. Да и вообще, в общем, так вообще и пофиг.
Ну вот она хочет такие. У нас у каждого, на самом деле, если задать каждому вопрос, у нас абсолютно у каждого, что и мужчин, что и женщин, свои определенные требования к партнеру, к выбору. То есть мы не так, что мы хотим рандомного какого-то человека и все. Ну нет, конечно. У нас у каждого свои критерии, у каждого свои там принципы. Ну, в общем, все мы это и так знаем. Ого. Че, один тут? Да, один, а что? Ну что, знакомиться давай? С чего ты взяла, что я буду с тобой знакомиться вообще? Ой, не выпендривайся, а? Пойдем. Ты хочешь покушать в рестик? Поедем? Покушать в рейс? Покушать в рестик, да. Блин, ну знаешь, один раз можно познакомиться. давай, Но давай. только я один раз познакомлюсь Давай. в своей жизни. Блин, а куда мы с тобой идем? А сейчас быстренько по бутику в Магните возьмем, нормально будет. К какому бутику? Я хотел вообще-то в другое место, хотя бы какую-нибудь кофейню. Завтра, малыш, я завтра тебя свожу в такое место. Мидии, кальмары, все, что хочешь вообще. Реально? Конечно, да. Блин, давай. На чем мы в ресторан-то завтра поедем? У тебя есть машина? Слушай, да была у меня машинка, я по МКАДу 200 бам-бам дала. И вот так смятку на стоп намоталась, через лобовое вылетела. Правда? Да, прикинь, еле живая осталась. Офигеть, Всё, ты нет машины. крутая. Ну, сомнительно, что это ближайшее будущее, как они сыграли сценку. Но вообще-то, без даже игры в такую сценку, я, по-моему, даже видел как-то через знакомых таких подобных женщин, девушек, которые могут себя так же вести, вот так вот. И, как я и говорил, у нас есть модель семьи, когда женщина лидер, а мужчина такой вот, более, не то что женственный, но он более такой вот, ему вот прям это нравится, когда он вот еще с детства выходит из-под маминой юбки, потом, когда вырастает, он привыкший, что над ним властвует мать, и потом вот он подобную только женщину и будет признавать, потому что он не будет лидером никогда в целом. И да, бывают такие подобные. Но я имею в виду, что не только как в этой сценке, бывают и в реальной жизни такие подобные. На днях познакомился с девушкой, погнали с ней в кафешку, сходили. И что-то зашел разговор про мою лысину. Говорит такая, мол, не хочешь себе волоса пересадить? Я говорю, да нет, говорю, не хочу, говорю, мне, говорю, и так комфортно. Я говорю, можно, говорю, я тебя спрошу вопрос? Она такая, ну давай. Я говорю, а ты не думала себе, говорю, титьки вставить? Встала, обиделась, развернулась и ушла. Чё к чему, блядь? Ну, это просто женщины. Тут уж просто надо это заранее понимать, что у них двойные стандарты. То есть для нее вопрос, не хочешь ли ты себе пересадить волосы, это для нее окей, как будто бы это норм. Что она даже не думает о том, что она, тоже как-то задевает человека. Что с какого перепуга ты такой фигню спрашиваешь? Ну, понятно, что это типа как будто бы просто вопрос, но кого-то это действительно цепляет. Какие ее зацепили, не хочешь ли ты себе титьки вставить? Поэтому да, прав, конечно. Смотришь на этих девочек, которым все должны. Вы вообще с какой планеты прилетели сюда? Вы понимаете, что мужчине, который богат, вы нужны не будете. Если вы красивая, там, вся переделанная и прочее, вы ему нужны будете совсем ненадолго. У него есть все. Сегодня вы ему надоели, а завтра он уже нашел себе другую. А ты мне должен. А что ты? Я считаю, что каждый, когда вы в паре, я считаю, что каждый кому-то что-то должен. Обязательно. Иначе вы просто не пара, вы живете по отдельности. Мужчины такие же люди, они хотят заботы, понимания, они хотят любви, хотят рядом видеть женщину, которая их поддерживает. И вообще самые крепкие браки, я считаю, самая лучшая жизнь только у тех ребят, кто вдвоем стремится и чего-то добивается. И не нужен мужчина богатый. Есть просто, да, такая категория мужчин, кто любит зарабатывать, кто стремится зарабатывать, даже если на данный момент нет каких-то больших финансовых возможностей. Но есть вот эта изюминка. Есть другие, там, допустим, лентяи какие-то, которые ничего не хотят делать. Уже само это выражение, что я хочу себе богатого, что ты недалекий человек. Я считаю, что в мужчине самое главное качество – это доброта. Ну, молодец, по факту, нормально рассудила, я считаю. Да, в целом адекватно. Адекватно, то есть с моей логикой совпадает действительно, что с какого перепуга, как я тоже всегда говорю, с какого перепуга таких, кто ищет богатого, решили, что вы им нужны. Ну да, нужны на пару ночей, может быть на месяц потыкаться там. У него есть действительно все, и ты ему кроме Матильды ничего ж не предложишь больше. И, соответственно, он наиграется и кинет, и у него там очередь. Когда успешный при больших деньгах мужчина, у него всегда будет внимание, просто потому что такие вот всякие подобные будут пытаться к нему клеиться. Там переделанные, типа какую-то красоту наведут, и будут пытаться клеиться, в надежде, что
он там закроет их потребности, они не будут никогда больше работать, но это все бред. Он же богатый мужчина, не идиот, он понимает, для чего с ним такие вот всякие, как, я не знаю, как называть, маромойки или что, для чего они хотят с ним затусить. И он тоже это понимая, играет с ними их игру, чтобы просто им потыкать, как говорится, и разбежаться. Да, поэтому, ну, логично все говорит, молодец в этом плане, да. Поэтому, да, и я тоже всегда говорю, что у каждого в отношениях есть свои обязанности. Мы оба в отношениях кто-то какие-то выполняет свои обязательства. Мужчина мужские обязанности, женщина женские. Ну и так далее, короче. Это, опять же, вечная тема. Сейчас меня поймут те, кто одинок. Знаете, сегодня я решила прогуляться сама, потому что у меня нет друзей. И я просто стою на остановке, я как зомби какой-то, просто смотрю в одну точку, у меня даже нет никаких мыслей. Я просто иду, как будто бы у меня, знаете, задан какой-то путь, и я просто иду без каких-либо мыслей, как будто я какой-то робот. И потом я прихожу домой, и такое ощущение, как будто бы этого вообще не было. Я даже не помню, что происходило, о чем я думала. Я как будто бы выпала из настоящего времени. Я не знаю, это у всех так или со мной что-то не так? Ну, лично у меня такого не бывает, хоть я тоже одинокий в том плане, что у меня нет там жены, девушки, и вообще, в общем, да, живу один. Двигаюсь сам. Да, понятно, есть у меня какие-то знакомые, с кем я могу провести время, но так нет какой-то постоянного там... Ну, в общем, поэтому нет, это не у всех, но в данном случае я знаю, что такое бывает, я слышал, не только у нее, поэтому она явно не одна такая в этом вопросе. Что делать вот с этими мужчинами? Ничего серьезного сейчас не ищу. Давай не усложнять. Ну, вот эти вот все продавцы воздуха. Ну, я сейчас все как всегда, пару минут расскажу вам прям самую действенную методику. В следующий раз, когда какой-нибудь вот такой вот очередной воздухан, прошу прощения, начнет вам говорить, что ну зачем ты усложняешь? Все ведь так хорошо. Я сейчас не готов. Пожалуйста, пойми, вот этот весь бред сивой кобылы. Не начинайте истерить, там, доказывать ему, умолять, не дай Боже вообще. Вы просто усадите его перед собой и скажите ему следующее. Радость моя, солнышко мое, душа моя, что ты знаешь про принцип построения дел win-win? Дословно это переводится как «выиграл-выиграл». Так вот, спросите у него, а что выигрываю я? Ты понятно. Ты выигрываешь мой ресурс, мою энергию. Ты выигрываешь, там, я не знаю, секс, в конце концов. Ты выигрываешь женщину, которая о тебе заботится. А что выигрываю я? И слушайте, что он вам начнет рассказывать. Я вам, конечно, даю вот эти все знания и все такое. Они правда важны, это правда работает. Но оно работает только когда вы уверены в себе внутренне. Когда вы опорны на себя, когда никакой его ответ не заставит вас сомневаться в себе, понимаете? И это все терапия. Нравлюсь я, приходите ко мне, ссылка на мой телеграм в шапке профиля, либо пишите здесь. Не нравлюсь я, выбирайте любого другого специалиста. Мне важнее, чтобы вы чувствовали себя классно, уверенно, и чтобы вы умели разговаривать вот с такими вот воздуханами, чтобы вы не давали пользоваться собой, мои красивые женщины, прекрасные. Ага, ясно. Хотел сказать, что это просто очередная проработанная, но она проработанная, плюс еще и сама берет, деньги берет за то, чтобы прорабатывать других, потому что она вот в конце сейчас буквально, да и вообще весь ролик, это буквально реклама себя, какая я распрекрасная, какой я прекрасный специалист. И, опять же, зарабатывая на вот этой чуши, несет это в массы, естественно. Ну, а так, понятно, что это нехорошо, когда мужчина пользуется там девушкой, женщиной. Ну, так, по-человечески, с логической точки зрения. Но я, как и говорю всегда, что ездит только на том, кто позволяет, и все. А так, это не то, что воздухан мужчина называется, я смотрю, это прям любимое сейчас в интернете слово, а как будто девушек, женщин, воздуханок не бывает, да? Их воздуханок просто там вентилятором можно дуть и дуть, их очень полно, и на сайтах знакомств и кругом, что она зашла типа вроде бы знакомиться, а ты ей пишешь, она просто тебя игнорирует, не отвечает. Такие туповатые движения происходят. Поэтому в данном случае понятно, что мужчина просто чухает, он хочет просто тыкаться, но не хочет брать там замуж, потому что он изначально, если ты ему, как говорится, дала там на первом-втором свидании,
он уже понимает, что ты не мать моих детей. У меня бы такое впечатление сложилось. И другие мужчины, кто мыслит так же, будут думать так же. То есть, если я пришел на свидание, и мне там на первом, на втором, там, да хоть даже на третьем мне уже дали, ну, я не буду думать, что она такая офигеть, какая целомудренная, и в случае, если также другой мужчина такую же схему повторит, условно пригласит ее в кафе и накормит круассаном, то она не залезет к нему под стол, да, или не скажет «поехали к тебе», если действительно это вот так, допустим, произошло. А, конечно, да, чем дольше по факту ломается, если мы говорим за создание семьи, а не просто найти ту, с которой там провести время на пару вечерков, то это, наоборот, плюс будет. Ну, при условии, что она такая в целом по жизни, а не только, что она там 10 лет давала всем на первом свидании, а с тобой такая, я буду целомудренная. Ну, тут уже такое себе. Я хочу замуж. Я хочу, чтобы рядом был родной человек. Хочу любить и быть любимым. Я уже не хочу гулять. Я хочу такой спокойной семейной жизни, чтобы мы общались со своими семейными друзьями, постоянно приглашали друг друга в гости, чтобы было так тепло, спокойно и уютно. Но мне не так легко выйти замуж, потому что я разведена, у меня 2 детей, кот, еще сейчас я студентка. То есть моему будущему мужу придется обеспечивать меня, моих детей, кота, оплачивать мою учебу. И я понимаю, что не каждый на это согласится. Мужчины моего возраста уже разведены, и если у него будут свои дети, и он начнет баловать своих и обделять моих, мое материнское сердце такого не выдержит. А еще им нужно будет найти общий язык, и если не найдут, я постоянно буду как между 2 огней. И когда я начинаю обо всем этом думать, я понимаю, что мне, наверное, легче и проще замуж не выходить. Но я не теряю надежды. Я хочу сказать, я Раббана Карим. Біз сіздерді жұп-жұбмен жараттық деп айттыңыз. Пожалуйста, мені жұбымды адастырмай маған жіберіңізші. Ну, в общем, я так понял, казашка. Последнюю фразу, конечно же, я не понял, потому что я по-казахски не понимаю ни слова. Ну, а так удачи те, конечно, да, но она хотя бы адекватно понимает то, что с 2 прицепами не каждый осмелится. Даже если и осмелится только тот, кто такой же, вот, как которых она называет, ну, предыдущая там называла вот эта психологиня или кто она там, воздухан. Ну, то есть тот, который просто захочет ей, как говорится, там засадить и все, грубо говоря. А, естественно, даже и не будет пытаться искать общий язык с детьми. Ну, как правило, оно так, вот так вот будет. Но она может думать больше семья. Потому что, да, если так вот представить, да нафиг оно надо. Офигеть, бля. Я представляю, как я вот так вот, да, без детей, взять с 2 прицепами. И, как она и говорит, я еще сам буду все это обеспечивать, все это тянуть, и потом мне скажут, пошел нафиг, ты вообще на мне отец. Естественно, адекватный мужчина на это не впишется в плане строить серьезную семью. Но я опять же знаю, что есть, которым не помеха. Я вот в том же популярном Threads, вот этом вот, где там посты пишут вечно люди, я читал, там один в комментариях писал, что ой, да это вообще не проблема, я вот если люблю женщину, я и с детьми буду проводить это, они же ж не виноваты. Ну, короче, такие, как говорят, оленяки еще на сотни лет вперед припасено. И прям и лайков кучу ему там ставили сразу на его комментарий. Я не знаю, на серьезных щах он это писал, либо он там просто решил так приколоться над женщинами, я не знаю. Но сам факт, что выявляются такие, и таких прям вот любят, я смотрю. Женщины прям в восторге, ну, потому что когда вот такие вот подобные сидят и говорят, я хочу замуж, но некоторые просто даже не понимают, некоторые просто пишут, допустим, ой, если еще настоящий мужчина, для кого типа чужие дети, этот не помеха, потому что, ну, бред, короче, Таша, они просто апеллируют, манипуляция, как будто бы, ну, короче, фиг на них. А так, удачи ей, удачи. Она ж такая не одна, есть и с 3, и с 4, и тоже хотят якобы мужчину рядом. Но тут же вопрос в другом. Блин, конечно же, если так посудить, когда еще у нее вот первые вот эти отношения были, где 2 детей появились, надо было как-то там над отношениями работать, чтобы они не распались и не развелись. Да изначально вообще в целом как-то по максимуму партнера надо было выбирать. Но кто бы об этом думал? Такой вопрос мужскому полу. Мы его с девочками сейчас обсуждали, что в последнее время мужчины очень редко подходят знакомиться. Посигналят с машины, подмигивают, а подходить не подходят. Скажите, пожалуйста, почему в наше время это так происходит? Блин, даже и отвечать не хочется, потому что уже один и тот же вопрос, и они как будто бы в вакууме живут, в каком-то бункере, и вышли, как тот фильм «Взрыв из прошлого», или как он там называется, что там якобы они на 35 лет в бункере прожили, но до этого запаслись там едой.
и так далее. И он вылез, родился прям в бункере, там, забыл, как этот актер, и потом первый раз увидел небо и так восхищался. Да и вообще, в общем, ну потом, конечно же, понял, что там полно и жестоких людей, потому что он видел только мать и отца до 35 лет. Ну, в общем, так, как будто реально в бункере живут и не понимают, как так происходит. Потому что вот какая-то тенденция. Одни кричат наоборот, пошли вы нафиг там мужчины, третьи кричат, мы устали без мужчин, там четвертые кричат, почему вы вообще не подходите, что произошло, вроде же вообще все норм, как и было раньше. Блин, вообще не догоняют, да, что произошло, что уже нафиг это не надо. С большинством поведения девушек, женщин просто отпало желание это делать, да и все. И некоторые, конечно, есть, еще остались, которые там сигналят, могут даже подойти, но это, да, сейчас крайне редко. Когда у меня будет муж, я ему каждое утро буду готовить вкусные завтраки. И вообще спокойно относиться к разбросанным носкам. Ты чё, Всегда встречать его в хорошем настроении. А чё ты утром мусор не вынес? Дома вонища, на, иди выноси. Всегда наряжаться для него и выглядеть ухоженной. Ты чё, так пойдешь? Ну да. А чё? Давать ему спокойно отдыхать в свой единственный выходной. Давай уже 6:30 утра, нам надо ехать к маме на дачу, помидоры, огурцы собирать, еще деду саранину разобрать. Не лезть в его телефон. Вот падла такая. Шаурму без меня вчера ел, ну я тебе сейчас дам. Никогда не трогать его заначку. Мои деньги – это мои деньги, его деньги – это его деньги. Ну да, получается такая как бы антиреклама брака, скажем так, потому что на самом деле оно ж без шуток, без вот этих вот сценок, понятно, это все наиграно, понятно, что они засняли специально такой якобы юморной видос, ну в жизни же бывает такое частенько, что говорила даже в начале, допустим, что-то тебе девушка одно, там женщина, а потом, оказывается, да, демо-режим спадает, и опа, смотри, какая я на самом деле. И вот такая вот фигня вся проявляется. Ну, понятно, что справедливости ради мужчины играют такую же игру, чаще всего, не все 100%. Тоже включают свой определенный демо-режим в плане того, что могут показать не просто лучшую версию себя, а вымышленную лучшую версию себя. И потом это все спадает, и оба играют такую роль, и потом уже расслабляются, типа, ну а что играть уже, мы же уже живем, вроде уже все ровно притерлись. И потом начинается такая фигня, типа, могут быть скандалы, интриги, расследования. Девочки, кто давно без отношений? Вопрос к вам. Есть ли у вас такое и как вообще с этим бороться? Я уже 1,5 года без отношений, и как только я рассталась, моя мастер по маникюру мне сказала, она говорит, Тань, самое главное не привыкнуть к этому состоянию. Думаю, да как так можно? Я всю жизнь в отношениях, как можно к этому привыкнуть? В итоге 1,5 года, первое время я походила на свидания, ничего серьезного из этого не возникало, и сейчас у меня яркая, прикольная, насыщенная жизнь, но я понимаю, что в ней не хватает чувств, яркости эмоций. Для меня это все-таки любовь к другому человеку. И я хочу именно встретить любовь, но чтобы она появилась, нужно начать ходить на свидания, какие-то отношения. И как только возникает вероятность сблизиться с человеком, даже просто на свидание сходить, у меня начинается страх, как я сейчас обнаружила. Я боюсь, что с появлением другого человека в моей жизни моя жизнь начнет рушиться. Привычный ее образ жизни, мои подруги, мои увлечения и так далее. И при этом я хочу любви, чувствовать любовь. Короче, кто с этим вообще сталкивался? Я не знаю, почему у меня есть убеждение, что с появлением другого человека, второй половины в моей жизни, нарушится вот мой привычный такой ритм и баланс. Ну, вообще-то да, тут даже без всякого прикола и негатива есть такое, да. Логически я тоже, вот сейчас, находясь там один, живя один, ну, на данный момент сколько я живу, 1,5 года? Да. И получается, что тоже вот у меня определенно свой привычный ритм жизни, привычный график какой-то определенный, да, допустим, я работаю удаленно там с ноутбука, я не хожу никуда на работу, у меня нет вот этой суеты, что надо какую-нибудь жену до работы отвезти, детей каких-то забрать, какая-то еще вообще такая суета, где меня могут отвлекать и дергать. Я привык, что я сам собой, я сам себе хозяин, да, хоть голый ходишь тут по хате, никто тебе слова не скажет. Проснулся, когда захотел, заснул, когда захотел, никто тебе не мешает, допустим, когда мне, как сейчас, вот так вот надо записывать ролик, никто тебя никак не отвлекает там, ну и так далее, и так далее. Понятно, что если без детей там будет у меня девушка, а только такая у меня и будет для отношений, если вообще будет, кто его знает, время покажет, да, сейчас с этим сложно, то понятно, что она могла в этом условно помолчать в какой-то комнате. Ну вообще вот эта вся суета,
самый главный вопрос в том, что, естественно, ответ на ее вопрос, любой ритм жизни нарушается. Он не рушится, но он нарушается с появлением другого человека в твоей жизни. Одно дело, если ты с ним встречаешься, допустим, там, не знаю, раз в неделю на выходных, проблем нет. Ну, ты, типа, встретился с ним на 2-3 часа, там, не знаю, даже если ты поехал до утра, остался, там, ширь-пырь, это все равно не нарушает твой привычный как-то ритм жизни, привычный твой график, потому что ты уже примерно это закладываешь, ты уже просто вписываешь свой график, ну да, вот я на выходных поеду там, или она там знает, что к ней приедут, или пойдет она на свидание. Это да, а так в любом случае это нарушается, особенно когда ты съезжаешься, вот эта вот вся тема. Бытовуха, привыкание к друг другу, притирка. Это неизбежно, это в любом случае нарушит любой график человека, свой, да, привычный и так далее, и так далее. И я это тоже понимаю, и порою сначала бывает есть желание просто там познакомиться с какой-нибудь, а потом думаешь, блин, ну серьезного ничего точно пока не надо мутить, потому что если я сейчас что-то начну, то все, мне будут мешать с моей работой, туда-сюда, отвлекать меня, дергать, поехали сюда, поехали туда, и это будет напряг. То есть у меня тоже такое есть, ну, я это осознаю головой, и я понимаю последствия, если я вдруг вступлю в отношения. И вот и она как будто бы не понимает. Тут дело не в том, что ты привыкаешь быть один. Это нормальное состояние, ты просто в своем мирке тут живешь, и даже если там условно я бы полгода был один и вдруг бы завел снова отношения, начал бы жить, да в любом случае у тебя свой определенный график выстраивается. Это кроме если ты такой типа был в одних отношениях и резко перескочил в другие, через дорогу, как говорится, перешел. Ну тогда ты просто, у тебя нет отвыкания от того жить без кого-то. В этом плане, если то да. Так, ну да, привыкаем. Такие мы существа. Люди всегда так и эволюционировали, и адаптировались к разным сложностям. Так мы, как говорится, и эволюционировали, и выжили в целом. Иногда мне кажется, что я сама отказалась от лучшего мужчины в своей жизни. После тяжелого расставания в моей жизни появился мужчина, и, если честно, многие девушки сказали бы, что мне очень повезло. Он был надежный, успешный, заботливый, он никогда не пропадал, всегда находил время, устраивал красивые свидания, дарил цветы. Рядом с ним всегда было спокойно и безопасно. И вот в чем моя боль. Он мне нравился, я его уважала, я им восхищалась, но каждый раз, когда он брал меня за руку, внутри ничего не происходило. Я смотрела на него и думала, почему не ты? Почему человек делает все правильно, с ним спокойно, но я ничего не чувствую? И знаете, что самое страшное? Что я могу сидеть и ждать сообщений от мужчин, которые не сделают для меня и 10-й части того, что сделал он. И тогда я думаю, может, со мной что-то не так, может, я просто не умею выбирать или не имею уважения к себе. А иногда я думаю, что нельзя влюбиться из благодарности, потому что он хороший. Ну или я все-таки дурочка. И это, наверное, одна из самых болезненных правд и выборов, которые мне пришлось принять. Да, правильно ты говоришь. Ты просто все-таки дурочка, и все. Девочки, давайте снимем корону и поговорим на чистоту. 1000 женщин борются за одного мужчину, которого они считают достойными себя. Мужчину, который зарабатывает как минимум от $500 тысяч в год и может себе многое позволить. И вот эти 1000 женщин, все как одна, считают, что они его достойны. А у этого мужчины огромный выбор. А у 1000 женщин он один. И они за него борются. И женщины среднего уровня не смотрят на мужчин среднего уровня. Они считают, что они достойны вот того. А там не забывайте, есть еще жены, которые с нуля поднимались с этими мужчинами. И они сверху так смотрят на женщин среднего уровня и ухмыляются. А на девочек, которые пытаются пролезть вверх и увести их мужчину, они смотрят с опаской. И если у какой-то девочки это получается, то ей объявляют войну. Меня больше поражает другое. Уверенность женщин среднего уровня, что на нее посмотрит кто-то из высшего эшелона. Девочки, каждый год кому-то исполняется 18 лет. И эти мужчины посмотрят скорее на девушку молодую, красивую, образованную, со знанием нескольких языков, с очень хорошими повадками и манерами, без какого-то там теневого прошлого, ни в коем случае не на какую-то бывшую эскортницу. И что же я вижу вокруг? Женщины 40 лет предъявляют мужчинам требования. Ты должен мне, говорят они. В 40 лет они говорят, или в 45 лет, они говорят мужчине, ты мне должен. И когда я смотрю на некоторых из этих женщин, я хочу сказать, девчонки, вы серьезно? Ну вот вы серьезно предъявляете такие требования? Вот вы стоите, вам 40 с копейкой лет, да, и рядом с вами стоит 20-летняя девочка,
которая тоже говорит: купи мне, пожалуйста. И вы такая: купи мне, ты мне должен. Чем старше женщина, тем больше у нее обид на мужчину. И такое ощущение, что она хочет все эти обиды выплеснуть на мужчину. Вы, девочки, говорите: я одна, вокруг нет нормальных мужчин. Потому что вы все боретесь за 1% мужчин на планете. У этих мужчин гигантский выбор. Вы посмотрите вокруг себя на средний уровень. Или готовьтесь к жизни с кошками и собаками. Тоже, кстати, хороший вариант. Да-да-да, большинство таких вот гонящихся за 1% успешных, богатейших мужчин так и будет, да. Собаки и кошки тоже, да, неплохой вариант. Им же тоже, их тоже очень много бездомных. Их тоже надо кормить, поить. Как бы, что есть, то есть, да, смех и грех. Но адекватно же, вот она взрослая, да, и адекватно мыслит, что действительно, да, нафиг, и я тоже это всегда говорю, нафиг вы нужны такому богатейшему человеку, у него офигеть какой выбор, и у него всегда есть выбор, и за ним побегут ого-го сколько. И, естественно, да, выбор между 40-летней или 20-летней, конечно, мужчина выберет посвежее, поупругие. Какую бы она косметику не применяла, какую бы пластику не делала, 40 лет это 40 лет. Это все одно, что на старую машину навешать всякую фигню, а она вообще и не ездит, условно говоря. Ты не превратишь ее в новую. Только если ты купишь новую, тогда она такой будет новая. То есть она свежее от этого по факту не станет. Прям вот такой вот, какая она и была, там, условно, 20 лет назад, если мы говорим за машину, да? Так вот и женщины тем самым пытаются с этими косметиками, а это все равно видно. Да, она чуть лучше выглядит, там, чем, допустим, которая не ухаживает за собой 40-летняя, возможно, да? Короче, фишка в том, что, да, все по факту логично. Это ничего не поменяет. Такие девушки, женщины, которые гонятся из среднего достатка, и обычного достатка, которые там были же, и у меня видео на канале, где она стоит в деревне, буквально у нее туалет деревянный во дворе, сзади обычный в деревне, а она кричит, что я хочу только миллионера, богатейшего, чтобы меня возил туда-сюда. Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Кто спорит, она имеет право хотеть, все мы этого имеем право. То, что, да, действительно 1% или пару процентов тех, которые мужчин на планете готовы это будет сделать, а она в этот процент просто не успеет попасть. Объясните мне кто-нибудь этот прикол мужчин с сайтов знакомств. У вас сходится пара, вы начинаете переписку, у вас завязывается общение, мужчина проявляет инициативу, вы даже уже начинаете договариваться о встрече. И вот спустя пару часов ты заходишь в чат и видишь вот это. И такое уже не в первый раз. Что это? Недостаточно зацепило, переключился на другую или не в порядке с головой? Собственно, сама спросила и сама же ответила на все по факту вопросы. Да, может быть и не в порядке с головой, всякое может быть. Люди все разные, мы не можем знать, какой человек с ней на проводе, да, там был и будет. Может, то, что недостаточно зацепило. Может, просто потому, что он так захотел, да. Опять же, не зацепило, и он понял, что с тобой ничего не выгорит. Условно, он хотел прям сегодня тебе засадить, а он понял, что это не получится в целом. И действительно нашел вариант поинтереснее. Да. А вы не так же действуете? Девушки, женщины, да, ровно так же вы действуете. Не все, опять же. Понятно, что мы всех не клеймим. Делаете. У меня такого не было, что я захожу, и я забанен. У меня было такое, что, да, ты что-то там... Привет, пока, действительно только начал там привет, пока сказал, условно говоря, да, там начало диалога, и заходишь, диалог удален. Да пофиг, я даже с ней ни о чем не общался, только поздоровался. Либо, да, по большей части, что ты пишешь какой-нибудь там привет или что-то такое, тебе просто прочитали и ничего не пишут. Сплошь и рядом. Поэтому они ровно так же некоторые поступают, и вот ей... Такая же ответочка пришла, и она считает, что это прикол мужчин. А мы будем тогда считать, что это прикол женщин. И на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь мнением в комментариях, и всем пока.